Всем привет! Компания Motorola с каждым годом удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. Она, кстати, принадлежит китайской компании Lenovo. И вот совсем недавно Motorola объявила о начале продаж в России своего нового топового флагманского смартфона под названием Motorola Edge 20 Pro. Доступны белый и синий варианты корпуса. Как вы знаете, есть такой очень знаменитый ресурс под названием DxOMark. Хоть он и англоязычный, но стоит отметить, что там все довольно наглядно и понятно представлено даже для русскоговорящих. Камеры стараются сравнивать в одних и тех же местах и условиях. Много шаблонов для съемки, специальные стенды для съемки при определенном освещении с разным ISO и так далее. Так вот, специалисты DxOMark добрались до данного смартфона, а именно Motorola Edge 20 Pro, и оценили его продвинутую камеру. Но несмотря на производительную начинку и неплохой набор сенсоров, аппарат получил сравнительно низкую оценку, уступив множеству менее дорогих моделей. Напоминаю, основные фишки смартфона Motorola Edge 20 Pro — это достаточно мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 870, отличный OLED-экран на 6,7 дюймов с частотой обновления изображения 144 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Ну и конечно же, основная камера на 108 мегапикселей с 50-кратным зумом и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! О камере смартфона мы получили тройной модуль, как и на Edge Plus, с тем же широкоугольным 16-мегапиксельным сенсором, но обновленной главной камерой и абсолютно новой третьей камерой, получившую перископическую оптику и предлагающей в итоге пятикратный оптический зум. Как и говорил ранее, главная камера получила 108-мегапиксельный сенсор, а именно Samsung ISOCELL HM2. Он получил схему расположения пикселей Nona-Bayer. Субпиксели объединены по 9. В этой матрице используются 3 слоя светочувствительных элементов. Элементы в одном слое чувствительны к синему цвету, во втором к зеленому, в третьем к красному. Такой трехслойный сенсор сразу же получает полную цветовую информацию, за счет чего цветовая разрешающая способность матрицы ультрапиксель равна яркости, а сглаживающий фильтр попросту не нужен. С этим сенсором работает объектив 26 мм, светосила f1.9, но без оптического стабилизатора, который был на Edge Plus. Используется фазовая система автофокуса. Так вот, эта камера получила итоговую оценку 105 баллов. По словам сотрудников DxOMark, смартфон Motorola Edge 20 Pro делает достаточно посредственные фото и снимает видео достаточно низкого качества. Стоит отметить, что смартфон расположился в одном ряду с моделями среднего класса, а не высокого, такими как Oppo Find X3 Lite, Realme GT Neo и Samsung Galaxy A72. Но самое главное, на что обращает внимание каждый покупатель, это, конечно же, цена. Для российских пользователей смартфон Motorola Edge 20 Pro предлагается по рекомендованной розничной цене всего 45 тысяч рублей за версию 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Это достаточно неплохой вариант, учитывая отличные характеристики данного смартфона. Но давайте посмотрим конкурент. Итак, как всегда, я захожу на e-каталог, благо тут есть очень хороший подбор по параметрам. 45 тысяч рублей стоит Motorola Edge 20 Pro. Давайте же найдем конкурентов, как я вам и говорил ранее, до 50к. 50 моделей, но мы-то знаем, что у смартфона 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. 10 моделей. Посмотрим конкурентов. OnePlus 9R, OnePlus 9, Asus ROG Phone 5, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Black Shark 4,
OnePlus 8, ну это старичок, Xiaomi Mi 10 старичок, ZTE Nubia Red Magic 5S и, ну, на мой взгляд, основной конкурент Motorola Edge 20 Pro это, конечно же, OnePlus 9. Это достаточно неплохой смартфон, который предоставляет очень интересные технические характеристики. Но, как вы видите, он даже дешевле, от 37 тысяч. Можете выбрать магазин, где предоставляют максимум скидки. Давайте же почитаем отзывы реальных покупателей. Итак, на мой взгляд, действительно стоящий вариант. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Перейдем к результатам. Сняв множество фото и видео в разных условиях, уважаемые специалисты DxOMark отметили следующие сильные стороны камеры смартфона Motorola Edge 20 Pro. Неплохая экспозиция при ярком свете и в помещении, как на фото, так и на видео. Приятная цветопередача кожи на фото и видео. Хорошее выделение объекта в портретном режиме. Экспозиция снимка до и после нажатия на кнопку спуска затвора почти не отличаются. Достаточно эффективная стабилизация видео при удержании смартфона на месте, что является большим плюсом. И вы скажете, достаточно неплохие результаты, но есть одно но. Несмотря на все плюсы, недостатков сотрудники лаборатории выявили куда больше. Это ограниченный динамический диапазон и пересветы в светлых участках, шум на фото при съемке в помещении и при слабом освещении, нестабильная работа автофокусировки при слабом освещении, артефакты на фото, в том числе двоение изображения, шум и низкая детализация при использовании сверхширокоугольной камеры, особенно при слабом освещении, низкая детализация при использовании телекамеры, нестабильная экспозиция и автофокус при съемке видео. Сильный шум на видео при слабом освещении. Как вы видите, камера получила и плюсы, и минусы. Но стоит отметить, что смартфон получился достаточно неплохой. Телефон Motorola Edge 20 Pro имеет режим Redmi 4. Данный режим не предлагает какого-то специального ПО. Подключение к внешнему монитору или ноутбуку максимально упрощено и сводится к беспроводной сети, либо кабелю USB-C 3.1. Смартфон предлагает рабочую среду, которая разворачивается на большом экране. Режим телевизора, потоковая передача видео, игровой режим с поддержкой контроллеров, режим веб-камеры и так далее. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, а также предусмотрена защита от влаги IP52, что является большим плюсом. Это означает, что некоторое количество пыли может проникать внутрь, но это не нарушает работу устройства. Капли воды, попадающие на оболочку под углом 15 градусов от вертикали, не оказывают вредного влияния на изделие. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку смартфона. Установлена операционная система Android 11. А это нам дает новый интерфейс стартовой страницы, открытых приложений и уведомлений, новый интерфейс при зажатии кнопки питания, кнопок регулировки громкости и настроек камеры. Улучшена анимация при запуске приложений и открытии папок. Ну что же, на мой взгляд, компания Motorola сделала очень неплохой смартфон Motorola Edge 20 Pro. Но, как вы видите, он недостаточно хорошо себя показал в рейтинге DxOMark. Но мы должны понимать, что это все-таки достаточно сырой смартфон, по крайней мере на российском рынке. То есть должны прийти какие-то обновления, тем более датчик, главный датчик на 108 мегапиксель от компании Samsung предоставляет, да скажем прямо, очень много возможностей. То есть можно все допилить с помощью обновления. Что, я надеюсь, и сделает компания Motorola. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.